Привет, друзья субаристы! Многих моих подписчиков волнует вопрос замены масла в их любимых вариаторах Line-O-Tronic. И если вы выбрали это видео, то, скорее всего, вас тоже. Основные вопросы: стоит ли вообще менять масло в вариаторе, на каких пробегах, с какой периодичностью, какое масло использовать, и возможно ли это сделать самостоятельно. Как правильно делать замену масла, частичную или полную? Давайте вместе в этом видео и попробуем ответить на все эти наболевшие вопросы. Если открыть субаровский регламент по техническому обслуживанию, вы не найдете для себя ни одного пункта под обязательной замене масла в вариаторной трансмиссии. Ведь когда вышла вариаторная трансмиссия первого поколения TR690, а через пару лет второго поколения TR580, производитель уверял, что залитое масло в коробку идет там на весь срок службы эксплуатации транспортного средства или этого агрегата. И в это можно было бы поверить, потому что использовано высокотехнологичное новое масло, аналогов которому нет. И объем 12 литров. Вы мне найдите хоть одну машину, которая имеет в коробке 12 литров масла. Если задуматься, такой объем масла весьма логичен и объясним. Ведь субаровская бесступенчатая вариаторная трансмиссия Line-O-Tronic, если к ней присмотреться, технически очень интересно выполнена. Ведь вариатор — это всего лишь два маленьких конуса, а посреди них цепь. И все это соединено с двигателем через настоящий гидротрансформатор, который устанавливается на всех автоматических коробках передач. Также еще в хвостовике имеются фрикционы полного привода. И все это в одной жидкости омывается. 12 литров, чтобы хорошее было охлаждение, да, чтобы не перегреть. Ведь у нас полный привод, а значит, многие полезут в лес, полезут в песок, в грязь. И Subaru это понимает и, в принципе, позиционирует себя так. Да? Вышли новые автомобили, Wilderness, те, которые вообще по бездорожью только так должны переть. И все это вместе, слаженно, вскупе работает только благодаря хорошему маслу. Гидроблок распределяет крутящий момент полного привода. Гидротрансформатор берет на себя всю нагрузку в момент, когда машина трогается. То есть до 20 километров. А дальше он самоблокируется. И, кстати, система X-Mode, вот она кнопочка, она позволяет не блокировать гидротрансформатор вплоть до 40 км в час. То есть более щадящий режим в момент, когда вам нужно проехать какое-то бездорожье. Удобно придумали, молодцы. Потому что в хвостовике также находятся фрикционы полного привода. Под действием масла, под давлением они сжимаются, разжимаются, тем самым идет распределение крутящего момента полного привода. И теперь становится понятно, что такой объем масла просто необходим для того, чтобы каждый агрегат, каждый элемент в этом агрегате получил свое питание, и тем самым это еще играет на роль охлаждения. Вы же все знаете такую рекомендацию, что на вариаторе буксовать запрещено. А почему на вариаторах запрещено буксовать? Да потому что в момент пробуксовки сила трения настолько высока, что вырывается огромное количество тепла. Тем самым вариатор можно просто перегреть. Или даже сжечь. То есть масло, оно, конечно, несет функцию охлаждения, но если буксовать достаточно долго, просто втупую жать на газ, все колеса будут прокручиваться периодически то там, то здесь, то любой вариатор, ременный, цепной, он начнет перегреваться. И масло сильно деградировать. Окей, я мясо достала, чтобы оно прогревалось. Молодец. Хорошо. Давай. Бывают ременные вариаторные трансмиссии, бывают цепные. Ременные в основном устанавливаются на такие автомобили, как Mitsubishi, Nissan. Они очень быстро, в принципе, перегреваются. Достаточно в какую-то ямку попасть, чуть-чуть побуксовать, и все, у вас гирлянда на приборной панели, и, соответственно, вам необходимо стоять и переждать, пока она остынет самостоятельно, может быть, час-полтора, потому что дальше движение будет только усугублять ситуацию. Цепные вариаторы уже более надежные, цепь не ремень, не порвется, но и есть свои нюансы. Если допустить, что цепь по шкиву проскользнет, то большая вероятность того, что она оставит задиры. И, кстати, цепные вариаторы используют не только Subaru, но еще и Audi. Они используют даже одну и ту же цепь марки Люк, производителя. Все довольны. С момента выхода первого поколения вариаторной бесступенчатой трансмиссии в него постоянно вносятся какие-то улучшения, технические решения. Поставили теплообменник, поставили дополнительный радиатор охлаждения. Все это говорит о том, что производитель понимает, какую нагрузку испытывает его агрегат, и тем самым пытается минимизировать последствия, которые могут быть от длительного буксования или
постоянной езды по бездорожью, если вы живете посреди распаханного поля. Помните, в самом начале я говорил о техническом регламенте и о проверке состояния масла в вариаторной трансмиссии. Так вот, там есть сноска. Вообще, Subaru любит всякие сноски. Если вы эксплуатируете автомобиль в жестких условиях, а именно низкие температуры, езда по снегу, по бездорожью, машина регулярно буксирует лодки или прицепы, значит, вы подпадаете под эту сноску, а там рекомендация 45 тысяч километров замена масла. Еще чуть позже Subaru выпустила бюллетень, которая говорила о том, что все машины с вариаторной трансмиссией Linetronic, неважно какого они поколения, должны заменить масло, рекомендация 90 плюс тысяч километров. То есть промежуток 90-100 тысяч километров вам дается, чтобы настоятельные рекомендации воспользоваться и поменять масло в вариаторе для того, чтобы он продолжал вас радовать и беспроблемная работа была. И сейчас вы, наверное, призадумывались, потому что вспоминаете: так, на дачу я езжу через грязь раскисшую, на рыбалку через песок буксую, во двор заезжаю, снег нечищенный, потому что в этом году вообще было снега немерено. Я подпадаю под все вот эти пункты, и получается, что я же масло-то еще не поменял в 45 или 90, когда там. Не спешите паниковать. Как показывает практика, основанная на отзывах владельцев, масло хорошо себя ведет, даже без замены, до 120 тысяч километров. Вот после 120 до 160 у нее начинается резкая деградация. Там оно уже становится прям черным, и требуется, конечно, его поменять. Теперь задаемся вопросом, а как правильно поменять это масло? Субаровский дилер по рекомендации производителя делает частичную замену масла. Открывает пробку, сливает половину, это где-то вот 6-7 литров, заливает свежее, все, поехали. Но это годится, в принципе, неплохой вариант, но он работает, если вы меняете масло каждые 45 тысяч. Вот эта рекомендация, если идете, то да, вы, получается, меняете еще хорошее масло, оно даже может быть светло-зеленое, темно-зеленое, точно не черное. И вы, получается, хорошее еще масло меняете на новое. И тем самым идет смешивание, процесс обновления, правильно сказать. Процесс обновления идет, и тем самым вот эти вот металлическая пыль, которая в любом случае там накапливается, потому что, не забывайте, у нас металлический конус, металлическая цепь, и все идет постоянно в трении, она в любом случае появляется. Таким способом частичной замены масла дилер не снимает поддон, не меняет фильтр и не чистит магниты, которые нарастают, и в случае, если нарост достаточно большой, то магнит уже не улавливает никакие частицы, и они начинают путешествовать по всем системам, в том числе попадают в гидроблок, и вот эти вот соленоидики могут забить, они могут перегореть, и что бывает, очень часто появляются ошибки и отказывает полный привод. То есть задница в основном отказывает, то есть получается машина становится моноприводная, потому что вот этот маленький соленоид перегорел и, соответственно, перестал работать, перестал открываться, закрываться, когда ему это нужно. У одного моего подписчика такое случилось, он связался со мной, попросил какие-то рекомендации, делал все своими силами, то есть весь ремонт он провел, выслал мне даже фотографии, все отремонтировал. Поэтому существует мнение, что вот эти вот соленоиды, они идут только в сборе и вместе с гидроблоком. Вроде пустяковая проблема, но что там, поменять соленоид. Но его отдельно еще не найдешь, как запчасть он не существует. Но на Алиэкспресс китайцы нам предлагают, пожалуйста. Вот он, кстати, еще до подорожания я как-то заказал. Вот такой вот соленоидик, и вот все дело в нем. Он сгорает, и получается, что отказывается работать полный привод. Кстати, он единственный с черной вот этой вот головкой. И он идет, по-моему, от 3,2-3,7 Ома. А все остальные соленоиды, они с коричневой головкой, и они все идут на 12, где-то вот так вот. Я на всякий случай просто его приобрел, потому что знаю, что такая проблема может быть. И, в принципе, поменять его достаточно несложно. Нужно открыть крышку, которая находится в подкапотном пространстве вариаторной трансмиссии, и извлечь оттуда гидроблок. Просто там зажимы плюс-минус, так сказать, меняем, ставим этот, и все. Проблема решена. Закрутили, обратно все поставили, подсоединили. Он там справился, по-моему, за полдня. Молодец. Привет тебе, если, кстати, смотришь это видео.
Это вот, кстати, одна из самых частых поломок выхода из строя соленоида, и причиной всегда называют несвоевременную замену масла. И, кстати, если у вас даже такого соленоида нет, ну, там, на разборке или где-то еще можно найти, вы всегда можете его просто перемотать. То есть можно купить проволоку, растянуть ее нужной длины и наматывать себе потихонечку. И тем самым очень просто его восстановить работоспособность. Так что если вот руки есть, то можно и так сделать. Ну, в крайнем случае. Мало ли больше запчастей не будет, ну кто его знает. Таким образом, я подвожу к общему итогу и ответу сразу на несколько вопросов. Так, нужно ли менять масло? Да, конечно, нужно. Самое лучшее сказочное масло все равно теряет свои свойства. А у нас оно не только требуется для того, чтобы смазывать и охлаждением заниматься, но еще и оно как липкое, как своего рода клей для того, чтобы цепь по конусам не проскальзывала. То есть вот эти вот характеристики тоже со временем теряются. Когда менять масло? Тут надо смотреть. Если вы никогда не меняли масло и у вас пробег вот 100-120 тысяч, это я так думаю, это мое личное мнение, основываясь на опыте владения транспортным средством и опыте других владельцев, в том числе и за рубежом. Если вы не меняли масло, то следует его поменять полностью. То есть провести именно полную замену масла в вариаторе путем замещения. Как это можно сделать, в принципе, даже своими силами, об этом скоро выйдет видео, как только потеплеет, и я проведу данную процедуру, где конкретно и прям поэтапно покажу, что потребуется, какие запчасти, и как идет сам процесс. Там на самом деле, ну, ничего сложного. Просто немножко внимания, времени, и весь процесс будет завершен. Существует много доводов как за, так и против частичной или полной замены масла. Давайте сейчас проведем небольшой эксперимент, как я это вижу, и посмотрим, насколько хорошо обновляется масло в случае частичной замены. Итак, у нас есть 3 стаканчика. Первое, это как раз наша вариаторная трансмиссия. Во втором мы уже слили половину. Ну, в среднем у нас 12 литров, сливается 6, иногда чуть больше, там 6,5, кто-то даже умудряется 7 сливать. Ну и свежее масло. Итак, как мы слили, заливаем свежее масло в вариаторную трансмиссию. На солнце хорошо видно, как старое масло вступает с новым. Ну а теперь Заводим машину. и в результате получаем вот такое масло. Обновилось оно. Ну, для сравнения, вот то, что было. Давайте по стеночкам посмотрим. Почти не просвечивается вот так вот, если на солнце смотреть. Но вот теперь вот я точно не вижу смысла так делать, потому что, ну что, слили мы старое масло половину. Половина осталась. Разбавили свежим, процедуру провели, деньги отдали. Что у нас? Магниты остались грязными, фильтр остался старый. Вот и все. Вот так вот, даже не буду комментировать, вы сами все видели. Может быть, это утрированный, конечно, эксперимент, но вот так я себе представляю, что значит частичная замена масла для того, чтобы прошло обновление. Половина-то старого масла осталась. Ну вот так вот. Делайте вы вот сами, решайте сами. Поэтому я хотел просто визуально объяснить свою точку зрения. И если мы приняли решение менять масло целиком в полном объеме, то целесообразно снимать поддон, менять фильтр, чистить магниты. Я понимаю, что на эту процедуру не все пойдут, не все на это готовы. Ну, боязно вскрывать коробку. Но если вы все-таки хотите обновить полностью масло в своем вариаторе, это тоже возможно сделать. Вот точно так же, как вы делаете частичную замену масла, когда вот открыли пробку, слилось там 6 литров, заправляете туда 6 литров, включаете машину, она поработала, все снова перемешалось, и еще раз слить и снова залить новое. Проведя вот так вот двойную процедуру, масло будет уже значительно чище и лучше обновиться. И еще пару слов о том, какое масло выбрать. Настоятельная рекомендация производителей использовать только оригинальное масло Linetronic 2 светло-зеленого цвета. И я, в принципе, сам склоняюсь именно к этому маслу.
И всем бы его советовал, пока вчера не увидел, какая на нем цена. То есть вы понимаете, что все поднялось в 2 раза, и масло это стало в 2 раза дороже. То есть если оно стоило около 30 тысяч еще недавно, то теперь оно под 55. И тут уже, возможно, кому-то придется искать какие-то аналоги. Я хочу сказать, что такое масло, как Amsoil CVT, оно подходит к этой трансмиссии. В Америке его часто туда лили, и оно, в принципе, и у нас продается. И я как-то даже в корзинку положил, оно там по литрушечке продается. И стоило оно 1300 рублей. И я вот сейчас ставлю фрагмент, когда вот сейчас я захотел его купить. Оно все еще было 1300 рублей, но в корзине оно меняется автоматически и становится 2700. То есть больше, чем в 2 раза. То есть уже даже вот этот аналог невыгодно брать, потому что разницы между оригиналом никакой. Многие еще льют другое масло, ENEOS CVT. И ничего не хочу сказать плохого про него. Субаровский официальный дилер заливает это масло. Но все же пакет его присадок другой. Меня вот интересовал этот вопрос, я в интернете нашел. Если вас интересует, тоже поищите. Кто-то даже сдавал вот оригинальное масло субаровское Lanatronic и ENEOS на экспертизу, и они имеют другой пакет присадок. То есть они на другое рассчитаны. Если вы решите провести такую процедуру, вы должны отдавать себе отчет, что купив масло подешевле, конечно, вы сейчас вот сэкономите, но как оно себя поведет в дальнейшем, непонятно. То есть оно, конечно, будет хорошо смазывать, оно хорошо будет охлаждать, но вот эти вот клейкостные особенности могут быть недостаточно ярко выраженными. Тем самым вдруг, не дай бог, однажды может получиться, что при нагрузке цепь поскользнет по конусам, и это будет не очень хорошо. Поэтому, лично моя рекомендация, да, дорого, да, кусается, но сделать процедуру с оригинальным маслом, как того рекомендует именно производитель. Потому что, были случаи, когда кто-то там лил разные другие масла, и у кого-то машина ездит, у кого-то потом были проблемы, у кого-то замена вариатора была. Я бы не стал так рисковать, поэтому каждый принимает решение самостоятельно. Я просто должен был об этом сказать, я считаю. Итак, какой вывод мы можем сделать из нашей беседы? Я буду использовать оригинальное масло, потому что не хочу рисковать работой своего вариатора. Тем более, что такую процедуру я считаю, что нужно проводить именно полной заменой. То есть все 20 литров, возможно, уйдут. Я не знаю, потому что процесс замещения, он предполагает, что уйдет больше, чем 6 литров, да? Как некоторые возьмут бочку, а она только и продается, что в бочке по 20 литров. Зальют туда 6,5 литров, думают, я поменял, я молодец. А остальные 14 литров разливают по литрушечке и на Авито продают. Я заработаю еще на этом. Я лично для себя решил, что я буду менять масло, буду менять его только на оригинальное, буду менять его в полном объеме методом замещения, буду снимать поддон, заменю фильтр и почищу магниты. И вернусь к этому через 100-120 тысяч километров. Это мое обдуманное решение, мой выбор, и он обоснованный. Если вы не согласны, напишите в комментарии, с чем именно. Мы подискутируем, обсудим это и, возможно, что-то проясним. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции. Это мое личное решение, мой личный выбор. Я никого не заставляю делать точно так же. Я просто дам информацию, потому что очень многие просили об этом. Не так часто, я понимаю, это делают. Хотя именно те, кто профессионально занимаются ремонтом и обслуживанием коробок, в том числе автоматических или вариаторных трансмиссий, они как раз настоятельно рекомендуют именно снимать поддон, чистить магниты, менять фильтр и проводить полную замену масла. Поэтому я склонен к этому как раз и прийти. А если видео было интересно и познавательно, поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь комментарий, так я буду видеть обратную связь. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока.